Мой проект «Апостол платит деньги» успешно работает. За 4 месяца я уже выплатил более 30 миллионов рублей. Сегодня я хочу обратиться к представителям и сотрудникам спецслужб РФ. В частности, к ГУ ГШ, в простонародье ГРУ, к ФСБ, к службе внешней разведки и, в принципе, к любым военным, которые работают с нашими предателями. Меня интересует информация о предателях среди силового блока нашего. Очень интересные люди из СБУ, ГУР, службы внешней разведки, полиции. В принципе, о любых людях в погонах, которые предали нашу страну и сливают вам информацию. За подобного рода людей я заплачу от $500 000 рублей. Плачу на карты банков РФ или в криптовалюте. Сумма может быть очень большая, в зависимости от уровня человека, которого вы дадите. Также обращаюсь к отставникам силового блока РФ. Если вы уже находитесь на пенсии, я могу очень сильно поправить вам ваше благосостояние. В принципе, все по классике. WhatsApp, он в приоритете для общения. Telegram, куда можно написать. Также здесь появится электронная почта и этот телеграм-канал. Пишите, все анонимно. Готов платить деньги не только в РФ, но и в Украину. В виде доказательств меня интересует переписка, звуковые файлы, голосовые сообщения, фото документов, куда вы платите, как вы платите. Информацию проверять будут от недели до месяца. Суммы большие, поэтому нужно будет подождать. Пишите, пообщаемся. Так работает, она вообще не сдвинулась почему-то со времен Советского Союза, как мне кажется. Пропаганда? Да. Примитивная вообще прям. Ну да. Максимальные методы такие, то есть можно было и поинтереснее как-то всегда сделать. Нет. Нельзя было поинтереснее. Потому что пропаганда не рассчитана на умных людей. Она рассчитана на тупиц. И она не делает ни из кого тупиц. Она изначально на них рассчитана. И тупицам не нужно никакой особенно интеллектуальной пропаганды. И Геббельс говорил вообще, что интеллектуалы — это враг пропаганды. Есть такое, когда человек задумывается, начинает задавать вопросы, это уже нехорошо. То есть это... Именно так. Но я вообще, у меня создалось впечатление, что у нас правительство, 20 лет занималась тем, что народ доводило до такой степени, когда уже всем на все пофиг, и люди уже просто перестают думать. Они уже настолько сильно им врут, что человек уже просто думает, не может же быть вот это все враньем. А это все вранье. Такая история. Еще ж момент, что людей довели до ситуации, когда они полубомжи и готовы просто за деньги идти убивать. Это тоже категория. Да. Ты за деньги пошел? Я в первую очередь пошел за то, что судимость сняли, потому что у нас с судимостью это тоже атрибут такой военной пропаганды, такого государства, в котором человек, который получил судимость, перестает быть человеком, и его тоже можно легко запихнуть. По сути, прав вообще толком нету. То есть и на работу нормально никуда не устроиться, и не выехать из страны, то есть и очень много всяких ограничений. У меня еще то, что семьи нет, то есть судимость снять, в принципе, денег заработать. 2 фактора, из-за которых я пошел. И то я был крайне удивлен, что насколько там все так происходит. Подготовки не было, ничего не было вообще. То есть я 28 ноября контракт подписал. Ты снайпер, да? Да нет, какой снайпер-стрелок, штурмовик. 28 ноября подписал контракт, 24 декабря я уже был в плену. Татушки покажешь свои? Да, могу. Снимешь вот этот вот? У тебя докуда? До плечей они? Или у ты меня вообще... вот здесь по руке и здесь есть. А уже идет до интервью? Конечно. Уже минуты 2 или 3. И смотри, если не хочешь снимать, можешь не снимать. Я просто считаю, что это будет интересно. Да, если это будет интересно, конечно, для контента это тогда давай. нормально. Так, мексиканский какой-то 997 год. Это мой год рождения, да, год выпуска.
Так. Это просто мексиканец, это на человека, это в честь альбома одного музыканта клевого. На человека это в честь музыканта. Ну, альбом так называется у музыканта одного, на человека. Это рэпер Да, какой-то? это. Рэпер. Так, тут... Это «Страхи и отвращения в Лас-Вегасе», может быть, смотрели фильм Рауль. Да, Рауль конечно. Дюк. А что означает TRXP? Трэп, музыка такая, Ага, ну, современный рэп. ага. Кто-то кушает Это ЛСД, просто девчоночка, да, Какой-нибудь, наверное. с грибом. грибок кушает. А тут просто вот Надежда, рука, которая подает, ну, в рукопожатии здесь змея кусает. Ну, доверяешь человеку, он оказывается змеей. А, понял. Мгм, Так. мгм. Хоуп, да, Надежда? Да, Хоуп Надежда. Дальше, что тут у нас? Здесь жук, это Скоробей? скоробей, да. Угу. Просто понравилась картинка. Ага. Вот, а здесь бумажный кораблик в бутылке, символ детских надежд, которые всегда со мной, детских мечт. Вот. Ну здесь, в принципе, вот это «Ну погоди», волк. Не знаю, просто нравится мне мультик с детства, смотрел постоянно. Это «На удачу». Можешь чуть повернуться? Да, конечно. А, Это ракурс «Домик один? на удачу» с клевером. Вот, череп, лампочка над ним. Ну, А вот это? это одна красная роза навсегда, это самая первая татуировка, как бы просто я пришел в тату-салон, первую попавшуюся мне сделали. А, Ну, вот. Здесь сигарета, покурим, ну, конечно, покурим, ну, это тоже песня такая была. Вот. понятно, понятно, понятно. Здесь сердце, пламенный мотор. Все ясно. Вот. Дон Дракон. Ну, ничего такого криминального, как бы, ну, свои приколы. А машинами давно занимаешься? Я не совсем машинами занимаюсь. Я когда сидел, сейчас я Да, чтобы, если что, вырезать можно было нормально вставить в кадр. Ты переживаешь, да? Да почему? Не совсем переживаю, ну непривычно. Я говорю, просто смотрел ваши выпуски и не думал, что сам стану героем. Я так и понял. То есть ты хочешь сказать в самом начале, что мои выпуски не работают вообще, правильно? Почему не работают? Работают? Я думаю, что работают вполне. Так а что ж ты тут делаешь, если мои выпуски работают, а ты их смотрел? Ну, я дурак, ну, не то, что дурак, самонадеянный дурак будет более правильно сказать. Ну, я что? надеялся, что у меня-то вот все будет классно, со мной будет не так, как с большинством, и я тихонечко пропетляю, получу свои денежки и буду жить спокойной жизнью. Так в моих выпусках же 99% таких самонадеянных. Но каждый же думает, что он индивидуален. Понятно. Видите, у меня астма, у меня плохое зрение, ну, в принципе, что мне делать на передовой? Понятно. Понятно. Тут ты понимал, что Посчитал, большинство людей, которые сюда идут, им рассказывают, что они будут пекарями, водителями, доставщиками Глова и еще неизвестно кем, но в результате все они попадают на ноль. Ну, это я примерно понимал, что в принципе так может быть. Я это убедился в этом, когда уже был в учебке и так далее. Но у меня в любом случае, я же не знал, как это вообще изнутри происходит. Были мысли, что может быть это неправда, потому что они в плену. Может быть, они говорят, что им сказали говорить, опять же. А, все-таки ты так думал. То есть у меня были разные Понятно. мысли, и в принципе я... они-то вот такие, а я-то самый умный, вот так я думал. Даете ли вы добровольное согласие на записи публикации нашего интервью? Да, даю. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, откуда? Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. Ну, ваша кто? Тетя? Ответили, да. Ответила, да. Значит, тете мы позвоним через минут 10. А пока история. Ну, Как я попал? да, Освободился из тюрьмы, примерно 8 месяцев находился на свободе, работал, в принципе, все в жизни было неплохо, зарабатывал неплохо, музыкой занимался, рэп писал. Потом в какой-то момент просто начались проблемы. рэп читать будешь нам сегодня? Да я думаю, что, наверное, нет. Если Да. что, «Собака Мики» во всех, на всех площадках есть. Один трек у меня я выпустил перед тем, как уехал сюда. Вот.
в iTunes и так далее. Но если в iTunes есть, то уже и авторские права есть, соответственно. Да, конечно, я официально через дистрибьютора все сделал. Так вот, и в какой-то момент пришла мысль, что нужно как-то расти, куда-то устраиваться, обживаться, но столкнулся с той проблемой, что так как у меня, во-первых, судимость, особо меня никуда брать не хотят. За что судимость? За наркотики. Мозгов не было, опять же, хотел легких денег. Торговал. Делал закладки, да. Но это в связи с тем, наверное, что у меня родителей нет, и как бы я как-то сам пытаюсь крутиться, что-то делать. В детдоме вырос, что ли? Не в детдоме, в приемной семье, но с ними не поддерживаю связь. А вот это вот бизнес, да, есть такое, я слышал, в России, приемные семьи, которые набирают себе максимум детей для того, чтобы получить государственную помощь? Да, честно говоря, есть такое, это очень распространенное явление, к сожалению. Там, как происходит, наберут там человека 2-3, во-первых, им самим платят, какие-то монетка капает. Во-вторых, деньги выделяются на этих детей очень немаленькие, то есть каждый месяц определенная сумма, насколько я знаю, на питание, на еду и так далее. И в принципе, на одежду. У тебя такая ситуация? Я бы не сказал, похожая, возможно, но я верю, что это не так. Ну, не поддерживал связь, значит, какой-то родственной связи не было. Да, не было какой-то духовной связи. Понятно. Понятно. Значит, пошел возможно, делать проблема закладки. во мне, возможно, в Это них. сколько тебе лет было? Мне было 20 лет, только исполнилось. Срочку не служил? Нет, я никогда особо к армии не испытывал симпатии. Нет, да так тут и армия может испытывать к тебе симпатию. Я понимаю. Обычно испытывает. К тебе почему не испытывал? Плохое зрение, астма, татуировки. В армию не годишься, воевать годишься. Воевать, оказывается, у нас годятся все. Вообще. Да, То есть, там, такие критерии, там люди в Урал залезть не могли, как бы, не знаю, как их взяли. Так вот, и немножко потерял нить разговора. Собственно говоря, из-за судимости на работу более-менее какую-то не берут, на завод и так далее. Никому нафиг не надо. Военного билета нет, военный билет требует везде, даже вплоть до мест, где там устраивается работать продавцом. Ну, понятно, у тебя отрицательное бинго. У тебя... Да. Вот, и я как бы прикинул за и против, посмотрел, поузнавал, решил, что неплохая идея пойти служить по контракту, потому что деньги неплохие, плюс подъемные, там 700 тысяч в итоге в Питере дают. Дали? Дали, когда я уже был в плену. Дали. Да, я думаю. А куда дали? На карту перечислили. А у кого карта? Карта где-то у СБУ. И, собственно, подписал контракт. И раз, 6 дней там, 6 дней в России в учебке, 6 дней на территории Донецкой, Луганской республики. И все, и на передовой. И мне говорят, что я Рекс, что я отличный штурмовик, и иди делай задание боевое. Рекс, это считается, что... Ну, Рекс это значит вообще очень мощный воин, прирожденный, может все вообще. И нас троих, то есть таких вот, как я, точно они то же самое время провели вместе со мной в учебках, мы как бы не служил никто, и нас отправили на боевое задание. Так. Мы пришли на боевое задание. Втроем, да. Три Рекса. Работали тройкой. 3 Рекса, 3 доблестных бойца мощных. Вот, нас отправили на задание штурмовать блиндаж. Вел птичник, то есть. Мы пришли к блиндажу, он был пустой, птичник сказал залазить в блиндаж. Мы залезли в блиндаж. Птичник? Ну да, это человек, оператор дрона. Оператор дрона, который нас вел. А, он по рации вам передал? Да, по рации. Говорит, залазьте в блиндаж, мы залезли в блиндаж. Рация не ловит в блиндаже, связи с ним нет. И нас начинают обстреливать ваши бойцы, закидывать гранатами. Все потом как-то непонятно, то есть я полусознание, полупотерял, оглушенный был, ребята тоже все ранены, и все, мы уже в плену, выходите по одному. И все? Да, вот такая вот история войны моей. А сколько она продлилась? Месяц. Чуть меньше. Ты же не месяц шел к этому окопу, в котором вас начали накрывать. Имеете в виду само боевое задание? Часов 5. Из этих 5 часов, часа 4 мы сидели просто в блиндажах по пути, и все. А до этого вот месяц что происходило?
До этого меньше месяца в учебках был. А, ты имеешь в виду вот это вот все в совокупности? Да, все в совокупности, это понял, все, вообще понял. все. 28 ноября контракт подписан, 24 Что декабря. шли, трупов видели каких-то в полях, в посадках? Да, довольно-таки немало трупов, как наших, так и ваших. Война. Да. Война, да, я ничего не говорю. Вот. Но птички у вас очень хорошо работают, так сказать. Замечательно просто. Я почему спрашиваю про вот эти вот поля с посадками, усеянными трупами всегда, для того, чтобы как бы люди слышали, в первую очередь, с вашей стороны и понимали, что вы сюда отправляетесь как бы не погулять, не посидеть, не покататься там и не построить что-нибудь, а ровно для того, чтобы убивать и быть убитыми. Ну да, это со стороны так выглядит, что на самом деле все легко и просто. Ну, когда это видишь в жизни, это вообще все по-другому, это ужасно на самом деле. Ну, мне было страшно, то есть я не буду врать, реально было страшно. В моментах прям... Странно было бы, если бы не было бы страшно. Но когда на есть же тебя люди- сбросы идут. Да, есть же люди, которые говорят, что им якобы не было страшно. Но это, наверное, слабоумие и отвага скорее. Все выжили. Из нас троих, да. Остальные ребята, которые были... с Подробнее нами, расскажи, как в плен попали. Ну вот я только что рассказывал. Нас отправили на боевое задание, это понятно. подняли утром часов в 5, сказали, у вас задача штурмовать блиндаж. Вас доведет до точки сбора проводник, дальше вас поведет по рации оператор дрона. Часа 4 нас вел проводник до точки сбора, привел, мы с ребятами сидим в небольшом окопе. Рация не работает толком, чтобы поговорить с оператором, нужно вылезти вот из этого окопчика, встать в полный рост и говорить. Ты выходишь, встаешь в полный рост, по тебе начинают работать птички, прилетает все, что только можно, скидывают воги и так далее. Вот, собственно, и мы там сидели где-то, наверное, час в этом окопе, ждали, когда там проснется наш оператор и поведет нас. Вот, пока мы сидели, за моей спиной птичка сбросила какую-то гранату. Я не знаю, как мне повезло вообще, ну, просто реально повезло. Ни одного осколка. Парень со мной сидел рядом, в осколках вся спина. Вот прям в метре от меня прилетело. Очень сильно повезло. В итоге очнулся наш оператор дрона и повел наше звено, 3 человека, штурмовать блиндаж. Я шел первым номером, в общем, нас вел там правее, левее, там, на 3 часа, на 2 часа. Довел в итоге до блиндажа. Говорит, вот прямо по курсу блиндаж, его нужно штурмовать. Ну, соответственно, закидывать гранаты, стрелять туда, забирать. Но я подошел поближе, я шел первым номером и увидел, что, в принципе, там никого нет, это пустой блиндаж. Мы сообщили по рации, что блиндаж пустой. Он говорит, залазьте туда все втроем. Мы залезли туда все втроем. Повторюсь, это первое боевое задание. До этого никто из нас в армии не служил. В принципе, мы не имеем особого представления о том, где мы находимся, где противник, где наши войска. То есть, ну, вообще совершенно непонятно, что это за блиндаж. Там еще справа, слева тоже блиндажи. Мы не знаем, кто там. Буквально вот здесь, потому что наш блиндаж, вот тут ваш. Тут снова наш. И вот это такая шахматная история, и не всегда понятно, особенно в темноте. А темнота, ну, ночи здесь, в Украине, очень-очень темные. Вот, собственно, мы залезли в этот блиндаж, сидим, рация не работает. Я не знаю, почему она не работает. Там глубина была, ну, метр примерно. Командир нашей тройки вылезает на улицу с рацией, чтобы связаться с оператором. И по нам начинают работать солдаты ВСУ. Обстреливают с нескольких сторон, мы не можем понять, откуда ведется огонь, мы не можем понять, кто по нам стреляет. Вдруг это наши, которые решили, что мы враги. Соответственно, по нам работают, начинают прилетать гранаты, летят осколки. У меня заклинил автомат, все было в песке, потому что нам не выдали даже масло, чтобы чистить автомат. То есть в этом проблема в том числе.
автомат не стреляет. У товарищей тоже там буквально там по полобои мы успели выпустить. У них тоже они все заклинили, все в песке. Мы все в грязи, мы еще все мокрые, потому что до этого 4 дня просто сидели в блиндаже, который сырой насквозь, там, ну, лужи по колено. Вот, ждали, когда нас отправят на задание. Все сырые, как бы холодно, все в грязи, такие, знаете, боевые бомжи. Боевые бомжи. Да, боевые бомжи. По нам кидают гранаты, прилетают осколки. Я смотрю, у нас командир тройки, вот он от входа отходит, у него глаз висит. То есть я пытаюсь вылезти, тоже прилетает осколок, меня чуть обратно закидывает. Я оглушен, у меня как вот в голове какие-то звездочки. Второй парень тоже там, ему от его автомата пуля рикошетит, прилетает в голову, но ему как бы он выжил, не знаю как, с пулей в голове. Там ртом поймал, ну, потому что он Рекс, опять же, я думаю. Да. Не просто так Да. они говорили. Вот, и все, и там уже там чуть ли не сознание теряем, как бы нас продолжают закидывать, и в какой-то момент слышу, что говорят, давайте выходите по одному. Поднимаю голову, и на входе в блиндаж, ну, у нас целится украинский солдат, и как бы, мы приняли решение выходить, тем более, что гранат у нас не осталось, ничего не осталось. А сколько гранат вы в них кинули до этого? Мы выкинули все гранаты, которые у нас были, но мы не... Как объяснить? Нам было совершенно непонятно, в какую сторону кидать. Как работают украинские солдаты очень грамотно, в плане, что они работали вдвоем или втроем, я не помню. Но огонь велся с нескольких сторон по нам. И при том, что они всегда смещались, нам было непонятно, с какой стороны. Единственное, что мы могли, это просто из блиндажа просто выкидывать куда-то гранаты. Это все, что мы могли. Сдаться в плен у тебя мыслей не было, да? Просто, ну, тупо. Честно, тогда было страшно, я вообще даже ни о чем не думал. Мне хотелось просто собраться и уйти оттуда вообще. Сказать, все, заканчиваю. Надо было туда просто не приходить, но это уже другая Ну, это история. уже другая история, конечно. Но, в принципе, что я могу сказать? Благодаря, думаю, нашей неопытности, в том числе, мы никого не поранили, не убили. И из-за этого, я думаю, в том числе, нам оставили жизнь украинские солдаты. Более того, я был очень удивлен, что они хорошо Вас когда отнеслись. выводили, вы не увидели среди наших ни 300-х, ни... Нет, видел? Почему? Ну, так это вы, вероятно, ранили человека. Нет, это не мы. Ну, в смысле, из тех, кто нас именно брал, наш блиндаж, никого раненых не было. Раненый был другой, он ранен был до нас еще. Я помогал его тащить, то есть украинским солдатам, внес его бронежилет, каску. Вот. В принципе, я говорю, был удивлен тому, что к нам очень хорошо отнеслись. Ну, по крайней мере, на передовой, солдаты, которые на передовой, я не знаю, как бы был очень удивлен. Да, в принципе... Там, чтобы вы понимали, даже слова плохого не сказали нам. То есть обычные Я понял, мужики. Нацистов там видел? Может? Нацистов нет, не видел. Да я, в принципе, нигде здесь нацистов не видел, ни фашистов, как бы, ничего такого вообще. Ну, Но по телевизору же вам-то говорят, что нацисты, фашисты. ну по телевизору говорят очень много чего, к сожалению, не все это правда. 99, наверное, процентов неправда. 99% неправда, а правда то, что в принципе что-то происходит. Ну да, примерно так и есть на самом деле. Вообще, в принципе, у меня сложилось впечатление, что наши народы не особо отличаются друг от друга. Вообще, ну, никаких фашистов. Ни хрена себе, как еще отличаются. Ну, я имею в виду в общем, то есть сам менталитет, ну, в любом случае дает о себе знать то, что воспитывались, росли поколения на одном советском пространстве в свое время. По сути, нам, я так понимаю, делить нечего, просто... Росли и вы выбрали воспитывались на одном пространстве, это те, которым за 50, можно их туда отнести. Просто ваша страна другой путь развития выбрала, а у нас Путин решил, что так не годится. Я тебе хотел показать, но не буду показывать, потому что это будет долго. Таких же пленных российских в Чечне, таких же пленных российских в Молдове. Ну, как минимум, эти видео у меня точно есть сейчас в телефоне. Здесь, в смысле, с этой войны, которая... Нет. А вообще с конфликтов со всеми? Да. Приднестровье, Чечня, другие конфликты. Абхазия, Южная Осетия,
Куда вы еще полезли? Ну, Сирию я, наверное, не беру, да, а именно вот на постсоветском пространстве. Разница в менталитетах заключается в том, что российских людей с начала независимости, до независимости уже не беру, с начала независимости отправляли уже в несколько конфликтов, и все вы одинаково говорите, что 20 лет назад, что сейчас. Я не знаю, меня отправили, или я там за деньгами пошел. Ничего не изменилось. Так вот, мы, другие люди, мы как бы дома у себя. Нам не надо никуда идти, нам не надо никуда ходить, ничего там делать, никого-то там защищать, освобождать и все такое прочее. Так что ментальность очень разная. Очень разная. Ладно, давай попробуем посмотреть. Освободители. Кого освобождаете, просто не могу понять. Россию от себя. Вариант. Алло. Алло, добрый день. У вас там холодно, да, я смотрю? Плохо слышно? Я понял. Меня зовут Владимир, я журналист из Украины, ваш племянник в плену у нас. Будете с ним говорить? Да, конечно. Передаю трубку. Разговор под записи для публикации. Тетя Катя, здравствуйте. У нее интернет крошится. Соединение плохое, да. У вас что-то со связью плохое. Да там кто-то параллельно названивает. Я выключила. Все понял. Здравствуйте, тетя Катя, Я здравствуйте. тебя потеряла. Как у вас дела? Все хорошо? Все в порядке? Все живы, здоровы? Прием. Что такое? Что не так? Больше деда нет. Серьезно? Жесть. А когда? 18-го. Да ну нафиг. Офигеть. Так что вот. Понял. Как Вот ты? так, ладно. Я письмо получила, так я ответила, не знаю. Я не знаю, дойдет или нет. Я в порядке, тетя Катя, за меня не переживайте, все хорошо. То есть кормят, поят, спать есть где. Жду, когда меня поменяют обратно, то есть, чтобы в Россию отправили. В общем, жив, здоров, руки, ноги на месте, все в порядке. Давайте там не плачьте тоже, сопли-то соберите, все хорошо будет. Блин. Я не понимаю, что происходит вокруг. Ну вот так вот просто все получилось, да. Ну, в общем, давайте о плохом не будем, хорошо, все, я жив, здоров, не переживайте. Потому что мне так тут тяжело. Вернусь, тетя Кать, все наладим потихонечку. Не плачьте. У нас больше нет мужиков-то. Ну вот, вернусь. А можно вопросик? Секунду. Я отдам трубку, сейчас еще поговорите. Что вы говорите? Нет мужиков, есть мужики, что, как это? Много кого забрали уже, что ли? Да нет, в нашей семье мы вдвоем остались с дочерью. Больше никого. Ну, надо было его отговорить как-то. Нет? Так я уже по-разному разговаривала. Он дерзкий, молодой. Дерзкий молодой. Понятно. Молодость, сами знаете, не думает голова не о том. Надо учиться было, а не с ума сходить. А как к войне относитесь? Я не понимаю вообще в политике. У меня папа, может быть, что-то знал, а я вообще никакой к политике не отношусь. Я в этом туговата. Я вообще не понимаю, что вокруг происходит. Я не понимаю. Попробуй задай человеку, который говорит, я вообще не понимаю, что вокруг происходит. Попробуй поговорить. Попробуй рассказать, может быть, что происходит. Ну так, чтобы Для тети Кати, в общем, все, в принципе, не так хорошо, как там говорят по телевизорам и так далее. Короче, война это, короче, никому не нужна вообще. Вообще просто она ни о чем. А кому тогда война была нужна? Ни о чемная вообще. Ну, Вторая мировая, например, точно нужна была Гитлеру. Вот. Раз он ее развязал. А это кому нужна? Ну, давайте попробуем тогда представить. Я не знаю.
приходят парни молодые, то коллеги, то трупы знакомых. У меня, в принципе, меня только Денис коснулся, что он ушел и пропал. И больше я вот только сейчас его слышу и вижу. Ну, никто не звонил Даже вам не от знала, моего что имени, это. ничего, это все в порядке, не Нет, кошмар. всё в порядке. Всё хорошо, понял. Так, тетя Кать, момент такой, Майе, пожалуйста, позвоните, хорошо? Я звонил, Вот передайте, что нужно ей передать. да, передайте, пожалуйста, пусть попробует Минобороны там как-то пошелестить. Вот. И, Сегодня она дозвонилась, сегодня должна была дозвониться. Ходила сегодня в военкомат, она как-то больше участвует. да. Ну так ты в статусе пленного или нет? И вы не знаете, она не сказала, я в статусе военнопленного или нет? Нет. Не в статусе А военнопленного. должен быть в статусе. Не знает. Хорошо. Они в военкомате сказали, что только Минобороны может знать, а они не в курсе. Понял. Звоните, говорит им. Все, давайте, перестань там плакать, вернусь скоро, надеюсь, все будет хорошо. Все, тетя Катя, рад был видеть, все, люблю, целую, давайте, хорошего дня вам, не грустите там. Спасибо, тебе тоже. Дайте там Минобороны просраться. Все, конец связи. Спасибо вам большое. Это какая-то жесть, просто уехал. Спасибо большое. И там вообще все как будто порушилось. Жопа полная. Самое интересное, что вы проявляете эмпатию только в исключительно личных случаях. Вот личный случай, дед помер, у тебя есть эмпатия, сочувствие, сожаление. А когда в случае сотни тысяч военных с одной и с другой стороны гибнут, вам как-то все равно, тут я политикой не интересуюсь. Вот где разница в менталитетах. Мы 2 года вас спрашиваем, чего вы сюда пришли. Разница в менталитетах заключается в том, что мы всегда у нашей власти спрашиваем те или иные вещи и интересуемся, почему так. Они отвечают? Естественно. А если долго очень не отвечают, то получается как с Януковичем. Именно в результате этого был Майдан, который вы все так ненавидите люто, и которого вы все так люто боитесь, и который у вас демонизируют по телевизору по одной лишь только простой причине. Потому что они очень боятся, панически боятся, чтобы у вас не произошло хоть что-то подобное. Но оно у вас и не произойдет, потому что вы как раз совершенно другие люди. Вас отправляют на убой, вы идете. А когда задается вопрос, а зачем, политикой не интересуемся. Я вообще не понимаю, что вокруг меня, говорит, происходит. Ну что ты тут спросишь? Ну давай попробуем объяснить хотя бы уже своими словами, что происходит. Да я не знаю, мне кажется, просто происходит какая-то вакханалия, какие-то отдельно взятые люди пытаются реализовать свои амбиции с помощью жертв, с помощью своей же страны, своих же людей. Какие люди, какие амбиции, какая цель? Не знаю, там Путин, Шойгу, там вот этот... Шойгу вообще, по-моему, оленевод, ему было бы лучше бы, если бы его отправили к оленям. По дереву, я слышал. Да. Да, Путин. Ну вот она спросила, вот кому нужна война? Ну я же говорю, Гитлеру вот была нужна война. Ну, Путину нужна война? Похоже, только Путину и нужна война. Путину нужна война. Для Зачем? него- Я не знаю, я думаю, что он может оставить хоть свой след в истории. Что-нибудь такое там быть действительно... Я не знаю. След в истории согласен, да, есть такая, ну... Я думаю, что он просто уже старенький, и у него уже, ну, он действительно верит в то, что он прям освободитель, спаситель, что он противостоит всему Западу и так далее. Может, я думаю, что он действительно в это искренне верит на самом деле. Ну, иначе зачем вообще все это? Я, конечно, не берусь думать, во что он верит, но я могу явно показать, как он врет. Слушай внимательно. Вот это конкретно касательно этой войны. Там даты указаны. Посмотри, послушай, 40 секунд. В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. 24 февраля. Появление российских войск А это под 16 Киевом марта. и у других городов Украины
связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели. Нет цели. Что касается длительного процесса результатов СВО... А какие же результаты его процесс спрашивают? может быть. Так, но потом вы упомянули о том, что появились новые территории. Ну вот и такой... Тяжело ему, да? Значимый результат для России. Смеется, сука. То есть оккупировать территории цели нет, но как результат он говорит, оккупация территории – это хорошо. Но Может, у него вообще, он начал все это, не получилось, и у него, может, на фоне всех этих проблем все, фляжка свистнула конкретно. нет. Он прекрасно знал, что он делает. Он прекрасно понимал, что танки на Киев идут не для того, чтобы... вот он говорит, у нас нет цели оккупировать территорию. А какая цель захода танков в Киев и на другие города, он же не говорит. Я, насколько понимаю, что это Донецк, Луганск. Я не могу понять. Донецк, Луганск, Донецк, Луганск вообще далеко от Киева. Да, я не могу понять, зачем полезли в сторону Киева. От Чернигова не близко, и от Сум далековато. А везде они были. Ты не понимаешь, что Донецк, Луганск это повод? Денацификация это повод. И все, что вам рассказывают об Украине, это повод. А цель как раз-таки оккупация территорий. Только в мечтах влажных было захватить сразу и все, и очень быстро. Но не получилось. Просто для чего? У него и так же большая страна. Я не вижу, просто я не могу для себя понять, то есть как-то найти причины, зачем. То есть были же соседями. Зачем? Это ты считаешь, что мы были соседями. И это ты считаешь, что у него своя страна. А он считает, что все, что было в рамках Советского Союза, это все его. Но только и рамками Советского Союза не остановится для таких людей. Потому что потом еще идут территории имперской России, а потом еще можно вернуться к территориям бывшего соцлагеря. То есть это не остановится нигде и никогда. А если уже захватить все бывшие территории соцлагеря, тогда уже весь мир надо брать. Но в данном случае конкретно, как ты говоришь, фляжка свистнула на фоне Советского Союза. Возвращение типа Советский Союз 2.0. Ностальгия какая-то. Только проблема в том, что казахи это одни люди, грузины это другие люди, латыши это другие люди, украинцы это другие люди. И каждая из этих народностей, национальностей, стран хочет жить по-своему. Да. Точно так же и у вас в России множество народностей, которые тоже очень бы на самом деле хотели бы жить по-своему. Взять хотя бы тех же башкиров. Очень много народов, которые хотели бы жить по-своему, но они порабощены. Они фактически порабощены. Единственный, с кем ситуация не сильно мне понятна, это чеченцы. Потому что у меня впечатление такое, что им платят дань. Вот. Это вообще отдельное государство, Чечня, насколько понимаю. Там... Смысл не в этом. Смысл в том, что он пытается силой присоединить народы, которые вообще не хотят жить так, как живет Россия. Я, например, не хочу, чтобы моего сына, внука отправили куда-нибудь в Польшу воевать с поляками. И чтобы он потом сидел, вот как ты сейчас сидишь, его спрашивают, ты что сюда пришел? Я денег хотел заработать, или я хотел очистить биографию, или меня просто отправили и отправили, и я пошел, потому что меня... Но я не хочу, чтобы с моими детьми такая ситуация была. А вам все равно. Отправляли в ту же Чечню, и в Приднестровье, и в Абхазию, в Южную Осетию, и в Украину, и куда отправят, туда и пойдете. Вот мы так не хотим. Вот в чем разница. У нас, может, тоже поменяется, надеюсь, все. А предпосылки? Да, предпосылки поколения сменяются. Наше поколение все равно как-то, может, быть половина. Так самое дебильное поколение, это даже не совка, выходцы из совка.
Самое дебильное поколение – это те, которые родились при Путине и выросли при Путине. Ну, не знаю, я все равно надеюсь, что как-то поменяется в лучшую сторону. Ну, не вижу предпосылок. Просто сейчас у нас в стране, ну, очень заглушено. Ну, инакомыслие вообще, как у Оруэлла в 1984, вот реально. Ты читал? Ну, конечно, я много книжек читал. Либо «Скотный двор». Наверное, самое глубоко отражающее все это «Скотный двор», наверное. Да. В принципе, это я когда читал, я прям Советский Союз, Россия. То есть у меня там такая ассоциация была сразу. Можно посмотреть, я еще говорил в одном видео, «Эйнштейн и бомба». Вот сейчас свежий фильм вышел на Netflix. Как Эйнштейну пришлось бежать из нацистской Германии. Что там происходило, пропаганда и как раз подавление инакомыслия. Вообще все, что там происходит, можно даже брать видео с этого фильма и накладывать то, что сейчас происходит в России. Так параллельно, прямо одновременно. Просто я удивляюсь, как этот наш цивилизованный мир может так долго вспоминать, что было тогда, и так сожалеть, и так сопереживать тому, что было тогда, и не замечать время от времени то, что происходит сейчас. 5 хвилин. Вот. Да, надо, чтобы быстрее все это кончилось, короче. Как? Просто бессмысленно. Как? Честно, я не знаю, да просто никому не идти. Вообще в идеале, может, там, собраться всем, кто-то на передовой, сказать, все, ребята, заканчиваем. Было бы в идеале. И домой пойти. В идеале было бы, конечно. Да там потому что на самом деле, ну, даже на передовой наши солдаты, я так посмотрел, тоже не все понимают, зачем, ну, как бы, ну, что вообще происходит. Ты говоришь, не все, а те, которые понимают, они это себе как объясняют? Не, ну ладно, я знаю, как они себе объясняют. 8 лет и все вот эти вот вырезки из телевизора, которые там вам впаивали в голову на протяжении всего. Да, что Донецку плохо жилось, что Луганску плохо жилось. Донецку и Луганску офигительно жилось. Пока туда в 2014 году не зашла Россия, офигительно жилось. Донецку и Луганску. Ну уж точно лучше, чем последующее время и Ну, то, точно гораздо лучше, чем сейчас. Да. А то, что зашла Россия, ну берите, слушайте, там Гиркин, Стрелков, другие россияне, которые уже начали сейчас говорить правду о том, что было тогда. Да, они туда заходили, да, они там воевали. И регулярные части, и добровольцы, и наемники, как угодно их можно назвать. Но это они все раскачали, это не... Ладно. Я по традиции всегда предлагаю обратиться к своим знакомым, приятелям или просто людям, которые могут тебя знать. И от себя своими словами сказать, стоит сюда ходить или не стоит. Чисто такая рекомендация. Если стоит, то почему? И если не стоит, то почему? Ну, 100% не стоит сюда идти вообще ни под каким предлогом. Ни мобилизованным, ни по контракту, никак вообще. Нужно держаться от этого подальше, потому что, ну, во-первых, здесь все совершенно не так, как говорят. Во-вторых, нет смысла, ну, по факту, нет для чего сюда идти. Здесь делать нечего. Ну, это не... Мы никого, короче, не спасаем, ничего вот этого, такого не происходит. Никого не освобождаем. По сути, никому не нужны. Ну и, в принципе, это все только смерть, разрушение и страдания. То есть то, что нужно скорее прекратить и учиться мирно существовать. Все. Вы бы себя спасли бы. Ну, мне Тут повезло, точно что я никого остался, спасать не да. надо. Да, лучше разобраться в своей стране в первую очередь. Сделать так, чтобы все хотели с нами дружить, а не то, что сейчас происходит. Дружить с вами, чтобы захотели? Ну, можно же было за столько лет, я думаю, сделать такую страну, чтобы, ну, все сами к нам тянулись. А вместо этого вот что получилось. Навязываем просто свою какую-то историю непонятную. Сидим с голой жопой и машем. Я тебе покажу, что у вас по телевизору говорят, и сам оценишь, захотят с вами дружить или нет.
Что надо сделать, это совместимо Британию. Ну, я, может быть, за то, чтобы по Лондону ядерной бомбой шлепнуть. Очень просто. Стереть с лица земли. Стереть с лица земли! Нет, Уничтожить нахрен Прибалтику! А что, меня спрашивают, что будет с Грузией, что будет с Грузией? Что будет с Грузией? В Грузии или они угомонятся, или не будет никакой Грузии. Поэтому, боюсь, это будет просто несколько, может быть, точных, а может и не очень точных ударов по Тбилиси. Контроль над Черным морем должен быть в руках русской армии и флота. А Болгария, Румыния, договариваемся. Это не те державы, с которыми имеет смысл сюсюкаться. Просто шарахнем. Что? Шарахнем. Шарахнем вас. Сначала нам нужно закончить на Украине. Вот. У них есть уязвимые в геофизическом отношении точки, инициировав воздействие по которым мы можем США уничтожить физически полностью. Упреждающий удар по Франции. Как стороне конфликта. Признать стороной конфликта, если Франция быть не должна. На улицах Франции должна литься кровь. На улицах Германии должна литься кровь. Я сейчас требую спалить Берлин. Поэтому советую немцам покинуть Берлин. Как порядки быть следующий, мы нахрен уничтожим все эти города. Будет плавиться Варшава и потонет Вильнюс. Храбрые поляки, от вашей Варшавы не останется за полсекунды ничего. Храбрые немцы, так сказать, да? Храбрые эстонцы, храбрые прибалты. Все считают, что какая-то агрессия со стороны России происходит сегодня. Чушь какая-то, просто не знаю. да, это вообще встрясенный, это На просто... нашей же территории, над Сибирью. Она даже про Сибирь. Да, я знаю, я слышал, даже петицию подписывали в России, чтобы ее привлечь, но сказали, что она ничего такого не сказала. Так с кем ты собрался дружить? Сумасшедшие. Кто с вами захочет дружить? Ну, я думаю, когда вот эти вот и подобные им куда-нибудь. Так это же ваши, это же я не какого-то сумасшедшего блогера достал. Да нет, я знаю, это федеральные каналы, они просто, у меня создается впечатление, что они кукухой там все съехали. Ну, реально, как бы такие вещи Не, просто... они как раз не съехали кукухой. Ты просто Они не съехали кукухой, у них все хорошо у всех. деньги У зарабатывают. них сумочки, Гуччи, Армани, и вообще, вот я не хочу сейчас перечислять эти все фирмы дорогие, да, машины хорошие, у них, телефоны у них не российского производства, и ботинки тоже. Да. Это сейчас их чуть-чуть уже потрусили, там дачи немножко поотжимали, и дети у половины учатся за рубежом. Да. Они никакой кукушкой не съехали, у них все хорошо. Вы съехали кукушкой, такие как ты съехали кукушкой, который даже смотрел интервью, видео мои с такими же как ты, и один хер сюда поперся. Вот ты реально съехал кукушкой. Не они. Они просто... Да они просто плевали на вас. Вот и все. Ну, вообще да. на всех плевали. Это да. Они делают деньги. Им Потому что они беспринципные, безнравственные, аморальные покидьки, это да. Кукушкой съехали здесь не они, вы. Это у них, получается, холодный расчет просто какой-то. Да. Чисто вот Цинизм. Чисто просто циничный, холодный расчет, да. Да. Типа, вы чернь ссаная. Да. Там на Западе полная жопа, там все ужасно. А потом выходит она с экрана такая, в Оксфорд звонит сыну, как ты там, скоро приеду. Да. Нахер эта Россия грязная. Да. И Россия для них не грязная. Живут они в хороших ЖК или в частных домах. Ну, это-то понятно. Входят в хорошие магазины, покупают хорошую продукцию. Их Россия не такая, как ваша. Ну, две реальности у нас существуют. Да. Их и наша. А потом за 11 тысяч километров едет сюда какой-то человек, который украинца в глаза не видел никогда. Воюет, а его мама мне по телефону говорит: вы знаете, у вас там, короче, много проблем, мы пришли вам их помочь решить. И сидит человек, который в своей жизни, кроме охоты и рыбалки, чем он и зарабатывает, никогда больше в жизни ничего не видел. Просто перед вами был как раз. Так что, я не знаю, дружить. Тебе повезло, что ты живой остался, как думаешь? Да, конечно, повезло. Я не знаю, просто очень повезло. Вообще должен был умереть за тот день несколько раз, по сути.
Ладно, иди обедай. Уже приходи. Спасибо большое. Вам в обеденное время в столовой хоть какие-то нацистские марши там включают что-нибудь? Нет, ничего не включается. Не включают? Нет. Все хорошо. Надо походатайствовать. Пулеметчики, идите обедайте тоже. Ты же знаешь, что у нас на каждом интервью пулеметчики сидят, которые заставляют вас говорить? Ну, нет. Нет? Буду знать теперь.